Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Morrowind. Нахожусь я у себя дома в Альдруне. Вне записи я тут сортировал свой инвентарь, выкладывал лишнее, чинил и перезаряжал предметы. И в процессе этого перезарядки я мелкие камни все извел, и внезапно случилось повышение уровня. Но, как видите, без бонусов. Ну, то есть только 2, x2. Это недопустимо, поэтому начнем мы сегодняшнюю серию не с визита к Налькарии, а с обучения. Во-первых, мы пойдем поучимся безопасности, насколько там нас могут поучить. Я помню, мне там предлагали лайфхак, как не выходя из окошко делать. Но я, забыл, друзья. К сожалению, вот каюсь, забыл. Помню, что предлагали, а что именно, не помню. Но ладно, тут невеликие суммы. При наших деньгах это уже несерьезно экономить копейки. Блин. Вот же, блин. А что делать? Безопасность-то у нас уже 39. Может быть, еще здесь есть какие-нибудь ученики, эти учителя. Чего ты хочешь? Так. Не может быть, чтобы тут никто не учил. Это заклинание продает. Так, а ну-ка ты. Обучение. Ну, алхимия это прекрасно, конечно, но мне не надо. А ты вообще ничему не обучаешь. Но этот вряд ли обучает безопасности. Ты кто с топором? Вообще, безопасность это не твое, да? То же самое. Это плохо, друзья, плохо и печально. Кому нам податься обучиться безопасности? Ну, пока можно, кстати говоря, поучиться на силу. Силу нам тоже надо повысить, чтобы бонус получить. Итого, значит, сила 3. Сила 4. Сила 5. Так, ты мне не нужен. А ты, наверное, не учишь, да? Так, ну я предлагаю метнуться тогда в Балмору. Все-таки. Там же заодно зайдем к Налькарии. И возьмем на продажу что-нибудь, чтобы еще и в Кальдеру к Скампу наведаться. Так, у меня там скума, кстати, была. Скума была. До хрена скума 5 на 5, 25. 5. Так, этих тоже продадим. Это тоже все продадим. Зелья вот эти вот, восстановление запас сил, да, я выложил, я помню. Мы их заберем, но продавать пока не будем. Но это дорого, понятно. Что-нибудь еще надо. Ну, возьмем шлем. У меня их до хрена, и, в общем-то, надо их все равно будет распродавать. Но сначала идем к Балмору. Как у тебя дела? В тамошнюю гильдию воров. Посмотрим, кто там сможет, если сможет, научить нас безопасности. Все-таки интеллект надо максимизировать. Кстати, у меня сколько интеллект? 100. Это с кольцом. Значит, так у меня 90. И очень скоро он станет уже максимальным, и мы не сможем его повышать. Так, ты не обучаешь. Ты тоже вряд ли. Приятно познакомиться. Ага. Ты Добро пожаловать. красться. Но красться это не то. Это тоже не то. Хабаси.
О, безопасность. А ну-ка. Отлично. Легкой вам дороги всегда. Итого 3. Продолжаем. Четыре. Четыре по-прежнему. Вот теперь как надо. Но сразу к Налькаре идти, наверное, мы не будем. Сначала поспим. Потому что там, возможно, будет повышаться у меня торговля. Чтобы она шла на следующий уровень. Поспим мы здесь в гильдии магов. Может напасть раб пепла. Поэтому я приготовлю сразу поясок скампа. Где он у меня? Вот он. Сохранимся. И отдыхаем. Да, вот он, падла. Не даст отдохнуть. Ничего никто не помогает. Смотрите, народ. Тут вообще что-то почесывается стоит. Тут скампа с последних сил воюет. И что, сдох что ли? Ну ты даешь. И он меня потерял. Прикольно, прикольно. Как здорово. Добро пожаловать. А, и все, да? Но минус вот этого колечка, то что для повторного использования все-таки горячая клавиша не будет работать, а нужно будет вот так вот вручную перекидывать. Ну ладно. Только я, пожалуй, сниму его. Ну вот, значит, сила, интеллект и удача. Традиционно 16 уровень. И у нас еще, по идее, один пункт лишний остался. Ну что, теперь бежим к Налькарии. Вообще у нас по плану осталось одно племя Ишлендеров и дом Хлаалу. Давайте восстановим запас сил. Применяем торговлю на нашу Налькарию. Крохоборку. Добро пожаловать, Нарывар. Да здорово, здорово. А, скуму я не продал. Вот же, блин. Ну да, я же хотел к скампу идти. Поэтому давайте скуму выложим. Главное не забыть ее. Зелья мне твои нужны. По сколько мы там брали? По 50? Нет, а по сколько? По 60. Как это? 65. В смысле, я что, не получил бонус, что ли? Нет, бонус есть. А чё, в чем дело, я не понял. Эксклюзивное зелье по 60. Ну, а чё ты? Как не родная-то. Давай по 50. Да давай по 55, ну ты чё? Вот женщина, а. Я, говорит, ночей не спала, варила эти зелья, а ты тут пришел. По дешману скупаешь? Нет, я так не играю, слушайте. Ну, по 60-то давай, было же у нас все с тобой хорошо. Засранка. Там и отношение уже упало. Может, поэтому она не хочет продавать. Ну, начальная эта цена не меняется. Ну, чё, по 70, что ли? Ты даешь? Вообще, это я так не играю. 94 отношения. Давайте повышать теперь отношения, блин. Красотка ты, конечно, да? Поэтому давай-ка вежливо мы с тобой поговорим. Да, мне там в комментариях сказали, что это не точный перевод, но я уже привык называть вежливо еще с тех времен, когда о таких вещах вообще не задумывался.
Давай до соточки, давай. Я ж постоянный клиент. Ну ты чё? Что-то Налькария сегодня какая-то не в духе, смотрите. Так, ну, получается, соточку мы получили. Теперь торговлю. По 60. О. Так, сколько у меня их? 11. Ну, до 20 давайте сделаем. По 50. Вот тварь. Это я не про тебя. Ну, сразу смотрите. Ну, давай уже, ладно, 70. Ну, конечно, не 70 никакие. Давайте 60. Отлично. Торговля качается. Это прекрасно. 13 зелий. Все-таки по 60. Да, какой-то рандом у нее присутствует там в этом вот ее решении, продавать или не продавать. Каждый раз, причем как-то это срабатывает по-разному. Ай, блин. Разоришь ты меня. Че, неужели 70 уже мало? И отношение 99. 60 моя цена. Отлично. Как хорошо качается торговля с тобой, Налькария. Прямо радуешь ты меня. Ну давай уже, не буду я снижать цену, пусть будет по 60. Барахольная твоя душа. Ну еще парочку зелий, и я пойду уже. Глаза б мы тебя не видели. Посмотрите, что она делает. Прямо последние деньги отбирает. Последнее зелье. Давай 50, блин. Как это работает вообще? Не буду больше к тебе ходить. 98. Заходите, говорит, к нам еще. Так, ну что? Значит, нам надо насчет Хлалу. Ну, давайте сейчас вот так для порядка спросим насчет советников. А вот последнее издание желтой книги Великого дома Хлалу. Там есть список всех советников Хлалу и их адреса. У меня еще есть кое-какая информация для размышления. 50 дрейков просят. Ну давай. Тебе надо будет поговорить с Красиусом Курио. Его особняк находится на Хлалу Плаза в Вивике. Из всех советников, пожалуй, только он выслушает твои просьбы, какими бы они ни были. Это мы знаем, блин, что он выслушает. И нам надо к нему пойти, но мы все знаем, что потребует Красиус Курио. И это неприемлемо. Убивать его, к сожалению, нельзя. Я бы с удовольствием, вот реально. Это вот единственный, пожалуй, персонаж, которого я бы замочил бы просто без всяких разговоров. Но нельзя, поэтому мы с вами сварим зелье хамелеона. Сейчас посмотрим, есть ли у нас такие ингредиенты. Включим сразу алхимию. Где у меня алхимия-то, блин? Вот она. Вот и восстановление подкачалось, чтобы чисто видеть эффекты. Все 4. Давайте найдем, где у нас есть хамелеон. Ну, чтобы получить значение больше 100. Понятно, что не одним зельем придется сожрать несколько. Паралич. Перед дядюшкой Красиусом жрать зелье паралича — это как-то слишком рискованно, мне кажется. А вообще есть у нас хамелеон-то как таковой? Ну, вообще должен быть.
Ну, то ли там какие-то редкие ингредиенты, потому что я на память, конечно же, ни хрена не помню. Паралич вот вижу. А вот хамелеон... Ну, либо, друзья, если мы не сможем так, то придется зачаровывать шмотки. Что, неужели нету? Никогда я раньше хамелеон не варил. Как-то не было у меня такой нужды. Я понимаю, что можно посмотреть в редакторе или где-нибудь в интернете. Но, блин, неужели нет хамелеона? Ну, в игре же существует зелье с эффектом хамелеон. А тут нет, друзья. То есть, что, придется зачаровывать. Придется зачаровывать. И я, кстати, не наведался к скампу. Но сейчас все будет. Сейчас все будет. На это дело мы можем не пожалеть. А что не пожалеть? У меня что, до хрена камней, что ли? Камней-то у меня нет. Кольца вот эти возьму. Все мелкие камни я извел на перезарядку катаны. А у меня, получается, остался алчущий. Здесь вот у меня пепельный упырь, который мне тоже нужен. Сейчас я не буду его использовать. Давайте попробуем алчущего. Вообще, что нужно там на хамелеона? Есть ли у меня такой эффект еще? Вопрос. Ну, сразу вот так сделаем, чтобы посмотреть. Так. Хамелеон у меня есть. Давайте какую-нибудь вещь для примера. Колечко. На себя. При использовании. О, ну, кстати, смотрите. Это не так уж и сложно. Я могу сделать такое. 100% хамелеон на пару секунд, нам вполне этого достаточно. Я бы даже сделал вот так, 15. Да, то есть мы можем даже вот такое вот кольцо взять, как раз в него влазит. Единственное, что, конечно, нужно повысить навык. Зачарование. Так, берем алчущего, создаем предмет, колечко, хамелеон, на себя, на 3 секунды. Назовем это кольцо стыда. Вот так вот. И создаем. Отлично. Ну теперь к скампу все-таки наведаемся. Материальное свое положение поправим, а потом уже пойдем искать дядюшку Красиуса. Приветствую вас. Очень приятно познакомиться. На мой взгляд, дом Хлалу, он, пожалуй, самый простой. Вроде бы сражаться нам там ни с кем не придется. Вроде бы. Но это не точно. Так, тут я что-то оставлял еще, смотрите, из барахла. Непроданного. Давайте посмотрим. 5000 у него. Ну и что, получается... И, конечно же, я у Налькарии, друзья, забыл скуму. И не выложил кальцинатор. Ну как это называется? 1300, 4300. Так. И на 100 монет нужно что-то еще. Ну, либо вот так 400, а вот эти вот убрать. Да. Ну, остальное выкладываем. Ждать я тут сутки не буду.
Бренди этот тоже здесь оставим. За скумой придется бежать отдельно. Но не сейчас. Кальцинатор еще этот болтается, блин. Ладно. За скумой я сбегаю как-нибудь. Хотя, может, оно того и не стоит. Я все время вот так делаю. Все время я выкладываю что сахар, что скуму. И все время забываю. Просто все время. Сколько играю, столько эта проблема со мной и присутствует. С удовольствием. Значит, нам надо... А куда нам надо? Ну, поместье Хлаалу, очевидно. Как, не поместье, а это... квартал. Все-таки совсем без ночного глаза не обойдется у нас. Да, сюда. Оп. Жопой по склону проехали. Ну да ладно. Хотя чем быстрее мы перемещаемся, тем, по идее, больнее должно падать. Потому что ускорение все-таки больше. Но я имею в виду вот эти вот падения с высоты, когда я скачками по лестнице бегу. Так, дядюшка Красиус, я иду к тебе. Дорога известная. Вот он. Давайте сохранимся. Поговорим с ним. Ты, говорит, можешь звать меня дядюшка Красиус. Ах ты, блин. Наставник, военный вождь Великого дома. Это древняя традиция, редко призываемая в наши дни. Ты хочешь быть наставником? Жаль. Орвас Дрен не хочет, чтобы ты был наставником. А, вот, то есть я что-то про Дрена-то забыл. Самим Дреном можно не драться, а вот там у него ребятки, вот с ними придется сражаться. И мало кто из советников захочет рисковать неодобрением сэра Дрена, но если бы ты мог дать мне скромный дар в 1000 дрейков, я бы мог устроить пересмотр дела. Знаешь что, перебьешься ты. Я смотаюсь к этому Дрену и устрою ему разнос. Пожалуй, даже орка брать не будем. Здесь, в принципе, до плантации Дрена недалеко. Что-то я совсем про него забыл, друзья. Как же я вот забыл про Дрена. Что это заноза в заднице. Я думаю, что мы там призовем Святошу или Дремору и разберемся. Там нужно будет победить 2 чуваков в подвале. Они довольно сильны, но с нашим кольцом невидимости у нас проблем не будет, я думаю. По дороге, мне кажется, тоже здесь довольно безопасно. Единственное, что вот... Нет, показалось. Не заблудиться бы мне. Вот что. По дороге можно посрывать вот коммунику. Видимость хорошая, поэтому заблудиться я не должен. Плантацию Дрена видно издалека. Вон она, собственно говоря. Да, тут придется немножко замочить ноги. Но у нас есть на этот счет заклинаница прекрасная. Тихо. Ну перестань, ты чё?
Так. Вот, собственно, и мы. А вот здесь вот живет Орвас Дрен. Вилла Дрена. Наверх к нему самому пойдем позже, а сейчас нам нужно вот в этот подвальчик. Хотя нет, вроде бы ключ здесь есть от подвальчика. Где-то тут у него, по-моему, вон он, Орвас Дрен. А ключ, по-моему, здесь. Давайте-ка сохранимся. Раз, ключ. Золотишком не побрезгуем. Так, ну и вот эту вот ловушку тоже придется обезвреживать. Телекинезом, скорее всего. Где мой телекинез? То есть здесь все. Камень душ и денежки. То есть ключ вот этот и все один, да? Ну, то, вот этот момент я не очень помню. Сейчас проверим. Да. Да. Вот от этой двери шут его знает. Так, поспешил. Я поспешил. Так, ну мы надеваем сразу наше колечко. А он меня палит. Даже через невидимость. Вот гадство. Ну тогда мы так торопиться не будем, а призовем сюда Дримору. Восстановим магию. Призовем Дримору. Сейчас подождем, восстановится магия. Ну и запас сил тоже бы неплохо, кстати, восстановить. Крутым зельем. Призываем Дримору. И сразу же уходим в невидимость. Так, а второй где? А второй появляется позже, видимо. Сейчас посмотрим. Что-то Дримора не особо справляется. Паралич, кстати, на нее не работает. У него кольцо, ведь этот не кольцо, а кинжал с параличом. Но Дриморе на паралич пофиг. К сожалению, у Дриморы беспонтовая дубина. Но благо он здесь один. Пока что. Так, а Дримору-то он ушатал. Дримору он ушатал. Это плохо. Придется призывать вторую Дримору. И таким же макаром действовать. На этот раз Дримора с копьем. Да, можно было орка, конечно, взять, но, блин, что-то я поленился его тащить. Смотрите, какой жесткий чувак. Прямо очень жесткий. Готов. Так. И второй появляется. Он появляется тут скриптом. Но на этот раз паралич у него канает. Я хочу спрятаться. Потому что Дримора вряд ли переживет. Чисто по времени. Кстати, отразил паралич. Смотрите, прекрасно как. Но не всегда, да? Эпичная битва, я считаю. Гребаный паралич. Так. Таким же макаром действуем. Снова Дримору. Снова кольцо. И снова паралич, да? Отразил. Отлично. И опять с беспонтовой дубиной. Да, это долго, я, друзья, знаю, но дело в том, что вот наш челлендж, он продолжает действовать. Я от него не отказываюсь. Ну, отлично. Смотрите, как мы... Технично, я считаю. Один раз я все-таки сдох. Но... Даже два у него, смотрите, два ножа.
Ну и крутое кольцо. Кольцо забираем, конечно же. Так, здесь есть чем поживиться. Крутые замки. А самое смешное, что ключа у нас от этих замков-то и нет. Что тут по книжкам? По книжкам неинтересно. Давайте ингредиенты потырим. Тем более, что здесь ценный лунный сахар, который можно пустить, кстати, на зелье скорости. Например, ну, хотел сказать для орка, но он же, блин, не будет их жрать. Ладно. Здесь нам придется задействовать штаны. Раз. Два. И три. Очень много ценного лута здесь. Амулетик обязательно забираем. Колечко вот это крутое. Так, ну штаны, я думаю, нет. Вот это колечко тоже забираем. 3000 стоит. Забираем. Это забираем. Но самое главное, по-моему, вот здесь. Поэтому мы применяем здесь телекинез. И нам нужна вот эта записка. Вот здесь пишется, что готовится покушение на герцога. С помощью вот этих двоих, которые здесь притаились. 2 камня душ великих. Вот. Собственно, это заговор. И на этом мы можем Орваса Дрена шантажировать. Можно его тупо убить, но... Во-первых, он довольно силен. Во-вторых, это не так интересно. Здесь у него также есть что украсть, а именно эбонитового кираса, доэдрические поножи. Кираса нам не особо интересно, а вот поножи доэдрические меня очень интересуют. Давайте-ка сохранимся. Смогу ли я их унести? Вопрос. В принципе, да, смотрите, я даже могу двигаться. Да, здесь баг, мы видим с этой оркской кирасой. У него оркская кираса, а в этой сборке вот это баг. Я этого не проверял, к сожалению. Подсунуть ему, что ли, что-нибудь, чтобы он переоделся. Но у меня нет с собой ни рубашки какой-нибудь дорогой. Но рубашку он не напялит, а вот мантию можно было подсунуть. Эту мантию мне жалко. Ладно, давайте сохранимся, поговорим с ним. Только сначала повысим отношения. И да, здесь, то есть, прямо дырка. Мы даже не можем вот взаимодействовать. Что ты хочешь? Подавай по это самое. Сначала пообщаемся. По соточке я тебе закину. А потом вежливо. Я думаю, что по максимуму нужно до 100. Ты хочешь стать наставником дома Хлалу, и ты приходишь ко мне. Ты показываешь необычную мудрость для иноземца. Но чего для тебя будет стоить титул наставника? Почему ты хочешь быть наставником? Мы не будем ходить вокруг да около, а сразу предъявим бумаги. Так твой нос совался в места, где ему не полагалось быть, а? Я вижу, как это бывает. Если титул наставника все, что ты хочешь, ты получишь его. Это не будет стоить мне ничего. Я позабочусь, чтобы Невена Улис и Виланда Амани понимали все в точности. Ну, то есть, вот эти Невена Улис и Виланда Амани, они как-то от него зависят, и с ними проблем у нас не будет. Собственно, дневник дополнен. Орвас Дрен согласился, и нам ничего не остается, как бежать обратно в Вивек. Я думаю, что мы это сделаем с помощью вмешательства. Наверное, Альмсиви. Так или иначе, это будет лучше, чем бежать. Да. А здесь уже кораблями. Вот, и мы направимся к дядюшке Кассиусу, поговорим с ним уже с новой, так сказать, позиции.
свет еще работает, поэтому ночной глаз я тут использовать, наверное, не буду. Снова бежим в плазу. Но формально, то есть я был прав, то есть сражаться с самими советниками нам не пришлось. Только вот с этими двумя, ну, наверное, это наемные убийцы. Коммунику заберем. Пробочник заберем. А вообще вот это тоже заберем. Грибы нет. Это все ничейное, это можно все брать. Смело. Но я чужестранец, мне простительно. Дядюшка, я снова иду к тебе. Так, значит, наставником хочу стать. А, все равно. Урваздрен не хочет. Че, реально 1000 нужно? А давайте повысим отношения. Что-то я сразу не сообразил. Восстановим запас сил. И повысим отношения. Может быть, это, кстати говоря, и без вариантов с 1000 тут. Соточка. Теперь что? Ну, судя по тому, что цвет не поменялся, вряд ли что-то новое он скажет. А нет, смотри. Орваздрен не хочет, и мало кто из советников захочет. Но твоя яркая страсть, твоя изысканная ранимость заставили меня рисковать всем и бросить вызов Орвасу Дрену. Да, сладенький, я назову тебя наставником, но хочу тебя кое о чем попросить. Может быть, уделишь мне поцелуй? В смысле? Подожди, какой поцелуй? Какой поцелуй? Я же это... блин. Че, я зря зачаровывал кольцо, что ли? Что-то я, друзья, не понимаю. Что-то я не понимаю. Вроде бы это для женского персонажа был поцелуй. Ты добился расположения Орваса Дрена. Хорошо, теперь я могу быть уверен, что другие советники поддержат тебя. Так, Невена Улис, Вилан Дамани, Драмбюро, Инглинг. Так, мы прощелкаем просто, чтобы это было. Повышения никакого, конечно, нам не дадут. Долг наставника. Голосование. Да, короче. Будем считать, что он поцеловал мне руку. Как мило и заботливо. Вы сделали меня счастливейшим человеком в Вивике. А теперь тыковка. Время вам получить подарок. И у меня есть как раз то, что вы хотите. Будучи советником дома Хлаалу, я голосую за ваше избрание. Наставником могу я дать вам маленький совет. Какой совет? Ну, это мы знаем. В общем-то, все. Я что-то это, друзья, перепутал. Значит, или это баг какой-то. Но, по-моему, поцелуй он просил у персонажа женского пола. Так, а Инглинг, он у нас не здесь, да? Да, они оба в квартале Святого Олмса. И Инглинг полутролль, и Драмбюро. Либо Олмса, либо Делина. Сейчас мы это проверим. Это у нас что? Это, по-моему, арена. А, это Ридаран вообще. То есть нам еще нужно южнее. Но с ними у нас не будет никаких проблем. По идее. Там тупо убеждением все решается. Но опять я боюсь наврать. Вот эти Виланда Амани и Индриль, как-то там ее, у них точно.
Аббатство, подожди, это не то. Торговец. Проходите. Это Делина. Это, блин, округ Делина. А мне нужен округ Святого Олмса. Есть там переход хоть поверху? Вот вроде бы мы в крутых ботинках, а мне что-то уже кажется, что мы медленно перемещаемся, друзья. Надо варить зелье из лунного сахара, и тогда вообще по Ювику мы будем летать. Давайте не будем. Да не будем, не будем. Вот, поместье Инглинг. А вот, собственно, и сам Инглинг. Сохранимся. Нужно восстановить запас сил. Красноречие у нас наготове. Повышаем отношения. Недолго думая. Разговариваем вежливо. Вежливо, я сказал. Хотелось бы до соточки, чтобы наверняка. Ну и прокачка опять же. Да что ты такой? Ну 93 попробуем, ладно. Наставник. 2000 дрейков. По-моему, здесь без вариантов. Либо его валить, либо платить. Валить я его не хочу. Пачкаться. В общем-то, все. А к Красиусу, кстати, нам нужно было бежать, наверное, в конце. Он же выдает предмет. Какой-то там тоже наставника. Так, вот какой-то из этих домов. Вот, дом с привидениями. Здесь мы уже были, поэтому интриги никакой не будет. Здесь у нас драм-бюро. Давайте попробуем без убеждения. Ну, он, в общем-то, согласен. Да, вот он пишет, что либо подкупить, либо убить Инглинга. Красиус Курия, человек страсти. Угу. Но теперь нам нужно бежать по поместьям вот этих вот теток, а не за городом. И этим мы займемся в следующем уже эпизоде. На сегодня, пожалуй, это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.